Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня в нашей передаче мы будем с вами рассматривать такую мазь, как мазь Вишневского, для чего она применяется и как ее применяют в косметологии. Невероятно! Эта знакомая всем мазь прекрасно восстанавливает кожу лица, разглаживает морщинки и обесцвечивает пигментные пятна. Стоит копейки, а результат восхитительный. Стоит попробовать. Мазь Вишневского или линимент бальзамический по Вишневскому – сильнейшее антисептическое и дезинфицирующее средство. Немногие обращают внимание на него в аптеке, а это зря. Мало того, что с помощью препарата можно решить серьезные проблемы с кожей, он еще и стоит сущие копейки. Врач-хирург Александр Васильевич Вишневский в 1927 году, смешав березовый деготь, ксероформ и касторовое масло, получил состав в форме мази, которая обладает важными функциями. Березовый деготь увеличивает приток крови к тканям, порошок ксероформа действует антисептически, а касторовое масло помогает другим веществам лучше проникнуть в кожу. Чтобы вылечить созревающий фурункул или карбункул, прикрепи к нему сложенный в несколько раз кусочек марли, пропитанной мазью. Носи накладку весь день, потом сними и протри воспаленный участок кожи спиртом. Мазь эффективно вытягивает гной. Если гнойник уже образовался, то после его вскрытия прикладывай повязки с антибактериальными мазями. При первых признаках наметившегося прыща сделай повязку описанным выше способом и закрепи пластырем. Оставь на ночь, а затем протри прыщ спиртосодержащим лосьоном. Манипуляцию лучше проводить дома на выходных, когда никуда не нужно идти. Прыщ выдавливать нельзя. Мазь очень хорошо помогает вытянуть болезненные, так называемые подкожные прыщи, которые долго не проходят. Сделай на ночь компресс с мазью Вишневского, а утром увидишь, что ситуация существенно изменилась. Далее остается только прижигать созревший прыщ. Помимо того, что мазь Вишневского устраняет воспаление, она еще неплохо разглаживает морщины и придает лицу сияющий ровный цвет. Это аптечное средство славится своим сильным, не для всех приятным запахом. Стойкий аромат дают березовый деготь и ксероформ, но ради красоты можно и потерпеть своеобразное амбре 1 месяц. Тем более мазь для омоложения лица достаточно носить всего лишь пару раз в неделю. Мазь Вишневского незаменима для обработки пролежней у лежачих больных, так как усиливает циркуляцию крови в тканях. Трофические язвы, часто образующиеся на ногах у страдающих диабетом, также успешно лечатся этим препаратом. Мазь стимулирует нервные окончания, кожа быстрее регенерируется, язвы постепенно затягиваются. А ожоги и обморожения лечат этой мазью еще со времен Великой Отечественной войны. Кожа заживает быстрее, без образования рубцов. Мазь Вишневского называли в свое время целителем солдатских ран. Увлекшись новейшими антибиотиками, хирурги подзабыли, к сожалению, о мази Вишневского и назначают ее не так часто. Но в быту она по-прежнему незаменима и должна быть в каждой домашней аптечке. Во-первых, средство широкого спектра действия, а во-вторых, при правильном применении не причиняет вреда. Такая простая, дешевая, всеми забытая мазь Вишневского не только незаменимый помощник в вашей аптечке, но еще и отличное косметическое средство, которое способно очистить вашу кожу лица от прыщей, морщин и всех нюансов. Тем самым она сделает его ухоженным, красивым, а главное молодым и подтянутым. Желая приобрести эффективные омолаживающие средства для лица, женщины ищут альтернативы профессиональным кремам, которые, как правило, стоят очень дорого. На помощь приходят аптечные препараты, косметологическая ценность которых часто недооценивается. Врачи разрешают мазать прыщи мазью Вишневского всем без исключения. Она показана даже для лечения дерматологических болезней у детей. Изредка возникает повышенная чувствительность, которую вызывают вещества, содержащиеся в березовом дегте. В процессе использования иногда отмечается жжение или местная гипертермия. Такая реакция совершенно нормальна и объясняется усиленным кровотоком в тканях кожи. Перед началом лечения мазью Вишневского следует знать о некоторых мерах предосторожности и правилах применения. Первое. Для начала проведите тест на аллергию перед нанесением на прыщи этой мази. Второе. Предварительно полностью очистите и высушите лицо. Третье. Исключите комбинации мази с другими препаратами местного действия. Четвертое. Если вы распарите лицо в душе или ванной перед накладыванием компресса, то результат будет намного эффективнее и лучше.
И последний момент. Перед тем, как лечить кожные болезни в период беременности, необходима консультация с лечащим врачом. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также свежие новости про здоровье и про похудение. Всем пока!